Всем привет, друзья! Сегодня мы находимся, ну, скажем так, евро-трешка, да, то есть 2 комнаты и одна, ну, сейчас вы все увидите. Эту квартиру делал Андрей, это его дизайн. Я здесь вообще ни разу не был, вот первый раз я здесь нахожусь, и для меня здесь, в принципе, все, там, жильцы, что здесь происходит, для меня все в новинку. И Андрей мне сейчас все расскажет и покажет. В общем, погнали! Для кого эта квартира? Кто здесь будет жить? Здесь будут жить 2 молодых жителя. Блин, как это называется? Давай, кто здесь будет жить? Кто здесь будет жить? Кто здесь будет жить? Здесь будет жить, да, собственно, муж и жена. Вдвоем здесь будут жить муж и жена. Молодые и веселые. Давай, главный вопрос, который меня волнует, про который я немножко наслышан про эту квартиру. Сколько шел здесь ремонт? Ремонт шел медленно, он бы шел, наверное, быстрее, он шел, наверное, года 2. В силу того, что все делалось очень постепенно, и на самом деле оно еще и не доделалось до сих пор. Вот. Это может быть там у вас там на видео не сильно видно, но в целом здесь... Но при этом я могу сказать, что сейчас смотрится актуально, интересно, то есть... Да, мы смотрим в будущее. А в данный момент мы делаем интерьеры как раз вот с Сашей, которые будут актуальны через 2 года, через 3. Через 5, да? Который пока никто не понимает. Вечно. Который пока никто не понимает. Нет, все понимают, всем нравится. Я к тому, что получается, что проект нужно делать немножко, глядя немножко в будущее, да? Делать что-то более современное, более актуальное, более радикальное, что потом будет смотреться интересно. И использовать те материалы, которые потом тоже не будут каким-то зашкваром смотреться. Там, типа, вот 5 лет назад все делали патчворки, и вот 5 лет назад все эти патчворки остались. Если вот вы сейчас делаете эти патчворки, и только сейчас до них дошли, то интерьер будет смотреться просто какой-то немножко винтажный ретро такой ерундой, в общем. Извините, кого обидел. Девчонки и пацаны, смотрите, вот это фасад из матового стекла, очень тактильный и крутой. Мне на самом деле очень нравится вот в этой квартире то, что я сейчас вижу, что кухня, она не воспринимается как кухня. То есть здесь у нас просто, это смотрится как мебель. Просто стенка. Маленький островок, обеденная зона. То есть здесь нет ощущения какого-то такого вот кухни, да, вот такой глобальной. И при этом основная жизнь, наверное, все-таки там проходит у нас, в зоне телевизора. Ну, смотря что считать жизнью, то есть тусовки, наверное, какие-то вот, когда собирается компания, да, здесь действительно удобно. 2 рядами можно сесть, смотреть. А столика нет пока? Телевизор. Планируется столик? Столик в пути, он приедет завтра, поэтому сорян, вот на сегодня его нет, завтра будет, приходите, доснимите. Типа. Слушай, а расскажи про эту бабочку, вот эту. Это очень сложная вообще история. Тут должен был быть большой кусок мрамора, а то, что мы сейчас видим, это вообще не мрамор, это венецианская штукатурка. Я видел до этого только фотографии, я просто не поверил в это, да, то есть смоется как 2 слэба мрамора, это получается, по сути, просто рисунок, да? Да, ну, пришли художники, аэрографом надули все эти прожилки по трафарету, но это сложно, это на самом деле сложно, но дешевле. Здесь менялась как-то планировка, что-то переделалось? Да, конечно, здесь объединилась кухня-гостиная. Были 2... Проходная, да, какая-то? Я просто ни разу не был, поэтому рассказывай. Да, это были, соответственно, отдельные помещения. Здесь была гостиная и отдельно еще помещение кухни. Мы это дело объединили ради такого open space. Хозяева любят гостей приглашать и тусить. Вот тут удобно смотреть футбол. Вот можно такой хоп, такой оп-оп, сюда. Включил футбол. И сидишь, как будто бы работаешь за ноутбуком. Смотреть телек можешь. На самом деле очень модная тема, когда кухня у нас развернута гостиной. То есть ты что-то готовишь, ты моешь посуду, но ты всегда со своей семьей, ты как бы с ними, ты не стоишь там задницей ко всей компании. Поэтому это сейчас такой модный тренд, и островная кухня вот именно в такой планировке, конечно, очень хорошо заходит. Притом здесь есть вытяжка, то есть это полноценная крутая кухня. Надо же, как ты рассказал. Я вот рисовал и не думал. Обалдеть. А что на стенах? На стенах? Вот это декоративная штукатурка, да, это шелк. Называется шелк. Ну как, декоративная краска, декоративная штукатурка. Достаточно простая на самом деле, но износостойкая. А это вот белорусские кубики.
Да, я хотел спросить, потому что очень круто смотрится. Они реально наклеены по одному. Короче, в древние времена, когда люди еще не знали, что 3D-панель можно блоками собирать, кубики покупались по отдельности. Не, серьезно, просто купили кучу кубиков и приклеили. Слушай, а есть понимание, сколько это стоит вообще? Порядок хотя бы. Ну, за кубик, какая цена за кубик? Мгм. Ну, за метр, может быть, есть. Понятия. Вообще не знаю. Знаешь, да? Это недорого. На самом деле в Беларуси заказывать недорого. Мгм. Потому что там же деревообрабатывающее производство, как это Мгм. называется. И айтишники. Да. Ну вот айтишники как раз кубики там делают. Как я понимаю, вот эта мозолящая глаз белая розетка — это как раз выводы для телевизора, которые будут закрыты потом телевизором. Да, она не будет белой ни в коем случае, потому что будет просто телевизор. На самом деле, вот такие простые розетки — это самое правильное решение для всяких скрытых частей, потому что те розетки — это Nissan, по-моему, да, это? Ну это дорого. Это сланцевая рамка. Если посмотреть, это вот камень. Рамка из камня, на самом деле. Поэтому дешевой быть не может. И, ну, То есть она не только сгорел. визуально прикольная, да, ее очень приятно еще и трогать, ну то есть такой дорогой, красивый материал. А, ну, чтобы не вбивать деньги в скрытые места, естественно, там мы делаем самые простые розеточки, которые мы потом прикроем. Слушай, и расскажи еще про потолок, что здесь такое? Это потолок. Он деревянный. Это паркет? Деревянные потолки Это паркет или что это? используются в качестве такого природного элемента. Да, это паркетная доска, конечно, такая же, как на полу, просто другого цвета. Файнах паркет называется. Вот. Ну просто, чтобы создать экологичный уголок Ну, то есть в там ничего обеденной зоне. не зашито, это просто прием. Да, конечно. Это вот здоровое питание, тут все в дереве, короче, сидишь такой, смотришь на потолок, а там тоже дерево. И люстра от Виби. Ну, люстра немножечко китайская, но все равно хорошая. Я знаю, что будет потом. Ты потом нарежешь так, как будто бы это ты шутишь. Уже так было в последний раз. Я пошутила, он потом за мной повторил. Я смотрю, меня вырезало. Такой, что за ерунда? Давай про светильник. Что ты сказал про светильник? Что я не умею? Ну, про светильник я сказала, что ты умеешь продавать, конечно. Нужно подчеркивать достоинство. И китайское не всегда значит, что плохо и ломается. Иногда это стиль, доступный для среднестатистического петербуржца. Андрей, расскажи про этот шкаф. Я очень обязательно хотел про него. Ну, короче, Слушай, просто... вот дверь, да? Чтобы она открывалась, обычно сдвижная дверь, здесь должна быть такая Направляющая. дурацкая такая направляющая какая-нибудь. Который всех бесит реально. Да. Ну, может быть и не бесит, если люди Меня спокойные, они бесит. тихо плачут в углу. Вот, а тут ее нету, видите? Хрясь. Это просто магия какая-то. Вот, да, и так и называется Magic механизм. А, серьезно? Да. Мне Положено просто на очень дверь. понравилась эта тема. Я всегда хотел увидеть живьем. Я видел в интернете, только хотел вживую посмотреть, а тут такая, казалось, вещь крутая. Вот такие дела. Ладно, здесь, в принципе, все понятно. Пойдем покажешь спальню, прихожую. Хорошо. Здесь уже более спокойно. А что такое наверху у нас? Это какая-то шина или что это? Ну, это ниша. На самом деле там даже шины никакой нет. Это просто черная ниша, в которую монтированы направляемые светильники. То есть это, по сути, эффект, опять же. Это эффект ниши, который можно сделать дешевле. То есть в этой квартире, на самом деле, я просто смотрел, вот я уже какую-то закономерность проследил. То есть здесь есть какие-то очень дорогие приемы, которые обыграны очень просто и, в принципе, с очень большой экономией. То есть вместо дорогого шинопровода у нас сделана черная ниша, которая смотрится как шинопровод. И здесь ты еще рассказывал мне про вот эти стены. Ну, это под деревянный шпон. То есть изначально это были шпанированные панели, да, какие-то? Да, опять же штукатурка. Как там в роли мрамора у нас венецианская штукатурка, так и здесь рельефная штукатурка выполняет роль шпона. Вот. Да, стык, собственно, паркета и плитки октагона. То есть он просто затиркой решен? Да, это вот 400 лет назад было модно, но смотрится вроде хорошо, если вживую. Вы там поверьте, там, кто будет смотреть видос. Ну, на самом деле, вот так кайфово. На картинке не знаю. Ладно, погнали, покажешь спальню. Так,
Это спальня. Здесь спят. Это кровать. На нее ложишься, и когда хочешь спать, ложишься и спишь. Она немножко немножко Тема. в другом каком-то стиле. Да, здесь, типа остров в океане, если себе представить. Вот это может быть таким бунгало. Действительно получилось такое настроение само. Что Не знаю почему. это натуральное дерево, да? на Да, это стене? натуральное дерево и выглядит, соответственно, хорошо. Поэтому. Вот. А здесь две волны для серфинга. Вот. Такая ассоциация, такие вот полки, как волны. Сейчас Инстаграм заполонен настенными мягкими панелями. Сейчас Вот именно поэтому их здесь нет. супер тренд, который, в принципе, все стали сейчас делать, который уже тоже начинает поднаедать, как эти рейки, речные перегородки. С другой стороны, знаешь, я посмотрел не так, что там начинает надоедать или не надоедать. Если он тебе приятен, делай. Угу. Почему нет-то, какая разница? Это не пошло. Кому-то классно, это кому-то другое. Мягкая стена, она тоже прикольная, она шумопоглощающая, она такая. И классно, что мягкие углы вот эти, об которые обычно бьешься ногой, постоянно. Я всех это слышу, я бьюсь. Здесь получается. Да, здесь не получится биться у тебя постоянно. Вот. И, собственно, там большой балкон с красивой инсталляцией из пустых банок из-под краски, поэтому мы туда не пойдем. А в целом- шкафы здесь, они по гендерному признаку разделены? Конечно. Здесь все очень, как это называется, домострой? Нет, не домострой. Патриархально, да? Патриархально. Правильная семья. Вот там мальчики, девочки. Все Блин, поровну. Это вот половинка для мужского макияжа. Бороду стричь. И... А что мужчины делают вообще? Стригут бороду Стричь бороду. женщине. Я обстриг полностью. А женщина вот тут будет на половинке, тут женские штучки. А женщины что делают? Стригут? Нет, мужчины. Не говорят. Нет, только не это. Ладно, у нас еще осталось только ванна. Погнали. Да, у нас осталась ванна. Так, Здорово. рассказывай про ванну. Ванна отделана плиткой АБК, итальянской. Итальянский, да. Да, тут практически все цвета коллекции. Мы собрали из нее такую мозаику из разных форматов и цветов. И легендарный инста-полотенцесушитель «Зигзаг». Многие считают, что его не существует. На самом деле, вот он. Вот косые вот эти линии. Он реально существует. Смеситель встроен в стену. Стену, да. Мгм. То есть это короб специально сделан для смесителя. Слушай, здесь на самом деле так получилось. Да? Мы сняли слой стены, условно говоря. Эта ниша, она выпилена в стене. Она не мешает площади ванны, она не уменьшила ванну. Вот. А ниша, собственно, для всяких там зубных щеток, еще подсветочка в ней. Это не открывается, это просто наклеено. Нет, да? это просто зеркало, конечно. А слева у нас такая функциональная А полоска. слева функциональная ниша там тоже для чего-то. Потому что это нужно. Я хотел спросить, здесь получается на полу нету никакого порожка? Ты имеешь в виду от душевой? Да, то есть ничто не нужно перешагивать. Получается такой микроуклон, да? Он не нужен больше. Вода же утечет в любом случае до трапа. То есть Трап, он вот здесь хорошо. начинается, его почти нет, а дальше он увеличивается и уходит к трапу. Да. Такая концепция мне нравится больше всего. В загородных домах можно сделать таким образом, чтобы ноль. в ноль, да, чтобы подиума в душевой вообще не существовало. В многоквартирных домах этого не сделать, потому что фановая труба поднята высоко, но все-таки такой момент комфорта можно предусмотреть. И здесь силиконовая такая еще накладочка, чтобы вода вообще полностью не вытекала, чтобы плотно дверь прилегала, да, я понимаю? Конечно. Саша. Это термостат. Да, термостатический смеситель, соответственно, душевая стойка. Сверху как полочка такая сделана. И он же как раз, да, как полка служит. Правда, на такую полку много чего не влезет, да, я понимаю? А много чего и не нужно. Достаточно взять, собственно, гель для душа и там шампунь. С тобой поспорят некоторые заказчики, у которых весь пол обычно уставлен всякими шампунчиками. Поспорьте со мной. Можно в нишу в эту еще что-то поставить, в конце концов.
На этом на сегодня все. На сегодня всё. Подписывайтесь на наш канал, ставьте Подписывайтесь лайки. на наш канал. Скоро будет много очень крутых обзоров. Андрей, Удачи, любви и терпения. Пока. пока-пока.